Снежный барс нашел осиротевшего котенка. Вы не поверите, что произошло дальше. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Та зима выдалась необычайно долгой и беспощадной. Морозы обрушивались на горные долины, словно острые копья, пронизывая все живое. Река сковалась толстым льдом, склоны обрушили вниз лавины, а деревья стояли немыми истуканами, скрипя под тяжестью снега. Животные забивались глубже в норы и берлоги, стараясь переждать холод. Лишь голод не давал покоя и выгонял хищников на охоту. Снежный барс Архан, хозяин этих скал и ущелий, выходил за добычей почти ежедневно. Его густая белоснежная шерсть с темными пятнами сливалась со снегом, длинный хвост помогал балансировать на камнях, а мощные лапы не проваливались в рыхлые сугробы. Его красота и сила были известны всем обитателям гор. Архан знал каждый утес, каждую расщелину. Это была его территория, и он чувствовал себя в ней полновластным хозяином. В то утро он выбрался из пещеры, ведущей вглубь скалы, и замер на каменном выступе. Холодный воздух обжег легкие, но барс лишь глубже втянул его, слушая тишину. Ни один звук не ускользал от его ушей. Ему нечего было бояться. Здесь он был на вершине пищевой цепочки. Опасен мог быть только человек, но люди редко заходили так далеко вглубь Алтайских гор. И все же Архан чуял запах добычи. Недалеко, у подножья склона, медленно бродил морал. Крупный самец с тяжелыми рогами, упрямо выискивающий клочья мха под корой деревьев. Он не подозревал, что рядом смерть. Огромный барс припал к снегу, каждый мускул напрягся, хвост едва заметно подрагивал. Когда морал поднял голову, чутко вскинув уши, было уже слишком поздно. Архан сорвался с места, и мир взорвался резким прыжком. Несколько секунд борьбы, и морал обессиленно рухнул, поверженный хищником. Но радость победы прервал чужой звук. Где-то рядом раздалось странное мяуканье, переходящее в жалобный писк. Он был тонким, дрожащим и полным отчаяния. Барс насторожился, оскалился и громко зарычал, предупреждая невидимых соперников, что добыча принадлежит ему. А затем, ведомый любопытством, отправился в ту сторону. На небольшой поляне он остановился. Там, прямо на снегу, лежала старая картонная коробка. Одна сторона ее была порвана, внутри сквозь щель пробивался слабый свет. Рядом следы человеческих ботинок, следы шин на обледеневшей земле. Архан глубоко вдохнул, морщась от неприятного запаха бензина, крови и чужого человеческого присутствия. Он знал, это не часть его мира. Но из коробки раздалось жалобное мяуканье. Барс наклонился, заглянув внутрь. Там, свернувшись в комочек, лежал крошечный котенок. Он дрожал, истощенный, шерсть его была грязной и сбившейся, мокрой от снега. Большие глаза испуганно смотрели наружу, тонкий голосок жалобно мяукал о помощи. Маленькие лапки тщетно пытались оттолкнуться от внутренней стороны коробки. Но не хватало сил. Его крошечные глаза, полные страха и тоски, уставились прямо на Архана. Он казался таким огромным и могучим рядом с ним. Барс почувствовал тяжесть этого взгляда. Он знал, закон природы суров, выживает сильнейший. Он развернулся и начал удаляться. Но позади снова раздался жалобный писк. Котенок начал продвигаться наружу, вылезая из коробки, пробираясь по снегу, оставляя крошечные следы. Барс остановился, оскалился и глубоко зарычал, чтобы настоять на своем. Котенок замер, но потом, набравшись духу, снова пошел вперед. Его маленькие лапки дрожали, но он не отступил. Упрямство этого крошечного существа удивило Архана. Вернувшись в свое логово с оленей ногой, барс замер. У входа, дрожа от холода и страха, стоял котенок. Он не смел войти, лишь тихо пищал и смотрел в глаза хозяина пещеры. Барс понимал, он не причинит этому созданию вред. Он наклонился, схватив котенка за загривок, и осторожно внес внутрь. Положил его возле добычи, но котенок был слишком слаб, чтобы откусывать мясо. Тогда сам барс, преодолевая внутренний инстинкт, аккуратно откусывал кусочки мяса и подталкивал их к малышу, чтобы тот мог питаться. Котенок пытался, но кусочки были слишком крупными. Он не мог их удержать. Тогда барс сам отламывал мелкие кусочки, мягко подсовывая к мордочке малыша.
Маленькое тело дрожало, но оно жадно жевало предложенную пищу. Когда он насытился, он тихо подвывал от холода и усталости, но заснуть не мог. Барс, чувствуя чужое страдание, подвинул котенка к себе и стал осторожно вылизывать его шерсть, согревая его своим теплом. Тепло, что исходило от огромного тела Барса, медленно помогало малышу успокоиться. Котенок задрожал еще сильнее, но постепенно стал расслабляться, прижался к Барсу и, наконец, уснул, истощенный и измотанный. Барс слушал слабое сердцебиение и сам погрузился в сон, осторожно охраняя покой малыша. Прошли дни. Котенок привык к Барсу, начал следовать за ним повсюду, наблюдать за его движениями, учиться. Сначала Барс лишь терпеливо смотрел на кроху, но со временем стал обучать его. Как тихо подкрадываться к добыче, как замирать в снегу, как слушать ветер и чувствовать вибрации земли. Котенок рос, становился крепче, сильнее, но всегда сохранял почтение к Барсу как к старшему и защитнику. Для него Барс стал не просто покровителем, он стал семьей. И семью не бросают. Время шло. Барс старел. Его лапы теряли ловкость, прыжки стали слабее, а скорость уступала прежним годам. И вот наступила зимняя стужа, когда снег снова укрыл горы белым покрывалом. В ущельях раздались голоса людей и лай собак. Охотники увидели след. Барс, несмотря на слабость, пустился в бег. Но пуля настигла его. Задние лапы были поражены, он рухнул на снег, оставляя за собой багровый след. Сознание Барса помутнело, но сквозь боль он услышал отчаянное мяуканье, переходившее в рычание. На поляну ворвался кот, уже не маленький, а взрослый, сильный. Это был тот самый котенок, когда-то спасенный и выкармливаемый Барсом. Теперь он был грозным зверем. Его ярость была подобна буре, собаки разлетались в стороны, когти и клыки разрывали пространство вокруг. Люди колебались, не решаясь стрелять, боясь попасть в своих животных. Вскоре они отступили, оставив Барса истекать кровью на снегу. Только кот остался. Осторожно, словно помня, как когда-то Барс поднял его за загривок, он подполз к старику и, собрав последние силы, потянул его к пещере. Ветви царапали шкуру, но кот продолжал нести своего спасителя. Барс потерял сознание. Когда он очнулся, рядом было тепло. Кот уже лежал рядом, согревая его тело своим. Раны были лизнуты, кровь остановлена, раненые лапы заботливо подогреты. В углу находилась свежая добыча. Теперь забота была на коте. Барс больше не мог охотиться, хромая и с болью, но он был сытым и не одинок. В горах долго ходили слухи о странной паре, снежном барсе и огромном коте, охотившихся бок о бок и не расстававшихся. Архан гордился. Он воспитал настоящего воина. И понимал, именно его неожиданная доброта стала началом этой истории. Закон гор суров, но прост. Нет голода, нет смерти. А звери, в отличие от людей, этих законов не нарушают. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.